Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Водолей. Май 2025 года. Таро прогноз. Давайте узнаем, какие подсказки нам дадут карты для вашего знака зодиака. Что прояснится или что спешит в вашу жизнь? Вот именно что доброго спешит в вашу жизнь. Давайте с этих позиций раскроем карты, узнаем, что неожиданно откроется, возможно, какая-то правда, детали, или в чем ваша сила. Вот это будет тоже очень важно. В чем вы наиболее ресурсны? Я так надеюсь, что наш второй прогноз вам поможет решить какую-то задачу или пазл какой-то в жизни сложится. Астрологическое небо мая это месяц растущей стабильности, достаточно спокойной энергии месяца, и в котором мы можем одновременно и конкретность дня учитывать, или по наши поставленные желания, задачи, темы какие-то важные для нас, и одновременно долгосрочное видение, или построить долгосрочные планы. Иными словами, посади сегодня семена того, что ты хочешь собрать урожаем завтра. Я могу допустить, что с чем-то нам придется делать выбор, или действительно откроется какая-то реальность, или правда, или информация. Давайте узнаем, что спешит в вашу жизнь, что доброго, или что доброе стремится на ваш порог. И это будет называться первая карта. Конечно, события ближайшего будущего, потому что май уже не за горами. Вторая карта. В чем вы думали, поставили точку? Оно вернется, или кто-то, или что-то возвращается. Иными словами, что вы будете продолжать? Какая правда откроется? И, возможно, это какая-то новость, которая вам даст словно зеленый свет, чтобы вы могли что-то осуществить. Ну или еще какая-то информация важная для вас придет. Чему сейчас не время? И это как знаки судьбы, знаки высших сил, что вам хотят сказать, в чем вам нужно быть осторожным, или что вам может помешать. И пятая карта у нас будет называться «В чем ваша сила?», в чем вы наиболее ресурсны, какой вопрос у вас получится осуществить, или в чем ваши сильные стороны. Может быть, и стороны характера, но определенно это как высшие силы вам вот что-то хотят сказать. Чтобы вы это учли, как минимум так. И по основным сферам жизни, давайте посмотрим. Это у нас первая карта будут достижения ваши, или то, что касается вашей профессиональной деятельности, работы, учебы, документов. Вторая карта это у нас будут денежные энергии, финансы. И достанем 3 карты на личную жизнь. Для тех, кто в паре, для тех, кто вместе проживает, или вы семья. Для тех, кто один или одна, хотя я могу, конечно, где-то допускать, что любое из наших состояний, оно где-то балансирует между вот этими 3 картами. Потому что даже находясь и третья карта, это у нас сложные отношения. Но вот я продолжу то, что хотела сказать. Иногда в паре даже мы можем чувствовать те моменты, когда нам хочется уединиться. Или когда в сложных отношениях мы находимся. Мы тоже часто не понимаем, не то мы в паре, и отношения продолжаются, или я уже один, или одна, свободен или свободна. Но давайте все по порядку. И что же доброго спешит в вашу жизнь сама по себе какая-то возможность, паж жезлов, которую нужно продумать, каким образом это осуществить и даже что-то изучить. И в этой колоде карт уже конкретно какое-то новое путешествие. Сама по себе может быть поездка или то, что вы в мае куда-то переместитесь. Может быть, просто будет много встреч, контактов и переездов, я тоже могу так предположить. А для кого-то из вас есть какая-то новая стезя творчества или какое-то новое ремесло вы изучаете. Когда выпадает паж, это своего рода изучение или детализация какого-то вопроса. По мелочам нужно нам разложить, чтобы в чем-то более крупном нам не ошибиться. Или какая-то последовательность ваших действий. Хотя я могу и так предположить, что доброе спешит в вашу жизнь. А здесь действительно какие-то подвижки по части работы, заработков. И может быть, это для кого-то вы всерьез начнете задумываться о том,
как вторичный доход вам организовать. Давайте посмотрим дальше. Жезлы, потому что дела, работа, бизнес. Что же из прошлого? Есть, видимо, то из прошлого, что вы с собой точно возьмете в будущее. Но вы, мои дорогие водолеи, конкретно зрите в будущее. Вы уже на пороге событий будущего. Нет ничего того в прошлого, чтобы вас, из прошлого точнее, тянуло назад. То, что не тянет, это факт. И на тройке жезлов нам всегда человек показан как со спины. Но он еще пока не торопится, он куда-то не стремится. И эта карта в этом значении нам показывает, что для тебя, Водолей, нужно сейчас именно продумать детально, все ли ты взял с собой из прошлого в будущее. Или какие ты вопросы в прошлом закрыл, или что ты завершил. Для кого-то эта карта будет говорить как подсказка. Пока ты не закроешь какие-то пункты своей жизни в прошлом, чтобы у тебя не было каких-то обраток, и чтобы в этом будущем тебе, ну, вот так, зненацку, не пришлось что-то галопом переделывать, обустраивать или возвращаться назад. Вот теперь, май месяц, ты должен все детально продумать. Может быть, какие-то вопросы будут требовать юридических оформлений или документов, или, опять же, это будет касаться вашего творчества, работы или переезда куда-то очень далеко. Я могу так предположить, у кого-то это будет связано с обучением, именно потому что вы собираетесь куда-то перемещаться, и вам нужна стратегия, тактика, чем я буду заниматься, откуда ко мне будут приходить деньги, где я буду проживать. Вот такие вопросы о вашем благополучии вам неплохо бы просветить в мае. И всегда по этим картам хорошее настроение. Это мы более воодушевлены. Нам нравится этим заниматься. Но некоторый выбор, он может присутствовать. Поэтому вот тут прошлое в том контексте, когда нужно, первое, что-то завершить, а второй момент продумать. Ведь есть все равно в нашем прошлом, ну, как наши навыки, ресурсы или то, что мы умеем делать хорошо, и, может быть, переложить это на какую-то новую основу. Как я могу найти работу, может быть, да? В новой местности, или как я могу даже обустроить личную жизнь. Но как-то по-новому есть у меня и опыт, который я не хочу повторить, но есть и тот опыт, который я как раз хочу взять с собой. Давайте посмотрим, что же откроется, какая правда для вас откроется. А вот по какой-то двойственной ситуации, по сложным отношениям или по какой-то тупиковой ситуации, можно сказать, что она для вас прояснится. И если прежде еду, не еду, куда я еду, например, да, здесь вы можете рассматривать разные варианты. Может отпадать один вариант, но будет приходить второй вариант. Что откроется? Может открыться какая-то правда о конкретном человеке. И здесь может быть та новость, когда вы, ну, есть уже какая-то тема, о которой вы думали, или она вас словно ставила в тупик, или останавливала, мои дорогие водолеи. И вот именно по этой теме или вопросу к вам придет какое-то прояснение. Давайте я достану еще одну карту. Я так вижу, что вы с чем-то тут определяетесь. Но я больше вижу, что вы можете определиться с той позиции, что я не могу в этом деле ничего изменить. Да, может быть и даже так, но вам выпадает аркан сила, и это все равно в вашей власти. В вашей власти что? Двигаться в том направлении, которое вы сами себе задумали. Не возвращаться назад, это точно. Но вам придется некоторым образом, может быть, утихомирить собственные эмоции. Все же вот этот ручной лев, который нам показан на колоде карт, он о чем говорит? Как раз о том, что эмоциональный фон может на нас, ну, так, давлеть. Нам хочется либо кому-то что-то доказать, либо, может быть, мы и умом понимаем, договариваться придется, но мы с чем-то можем быть и не согласны. Но карта силы – это ваши силы, и это ваша ресурсность. По сути дела, это как знак судьбы. Или подсказка, можем говорить, высших сил, что, Водолей, у тебя ресурсное время мая. Но да, есть те вопросы, которые ты должен закрыть в прошлом, что-то определить для себя на будущее, и все равно его величество выбор, он все-таки есть, и он зависит от тебя самого. И раз выпадает старший аркан, это как знак судьбы, что тебе высшие силы помогают, Водолей, или как знак фортуны, пусть это не
Сама по себе карта фортуны, но фортуна – это колесо. Я имею в виду фортуна это как удача, да, если мы так про сугубо перевод говорим. Так вот именно какая-то удача в том или ином вопросе, или это что-то глобальное, она сейчас на вашей стороне. Но, наверное, ухватить эту птицу счастья за хвост вам где-то придется в мае. Пусть не для всех, но для кого-то. И, возможно, это ухватить птицу будет строиться с позиции, что, знаете, не есть какое-то долгое время, когда мы можем раскачиваться или думать, что какая-то данность определится. Нет, тут надо вам именно самим определяться, не надеясь на то, что вот это благополучное время, оно словно безразмерное. Поэтому время важных решений для вас может быть май. Знаки высших сил, с чем вам нужно быть аккуратными. Ну, королева кубков – это карта любящего человека. Для кого-то, ну, буквально ваша любящая женщина, у кого-то это мама, у кого-то родственница, может быть и дети, может быть это вы, ваши планы, которые вы пытаетесь увязать в связи с личной жизнью, то есть какой-то переезд или, пусть даже банально, вы хотите изменить работу или направление деятельности, или что-то иное вы хотите осуществить, но вам приходится учитывать дела семейные, дела личные или взаимодействие с родственниками. Это карта ожидания. Кстати, мы можем точно так же расценивать, поэтому... Что вам хотят сказать высшие силы и еще как знак судьбы? И я, собственно, только что об этом сказала, что не продлится вечно какой-то добрый период. И кто знает, нам ведь не говорят карты, что буквально с 1 мая и до конца мая будут вот такие добрые какие-то энергии. Они будут, и ваша сила. А может быть, это будет буквально какой-то день, мои дорогие водолеи, будем реалистами. Но это, видимо, нужно... поймать вот эту возможность, которую вам буквально дают высшие силы. И может быть и так. Вот это прошлое. Иногда эта карта то, что уже сложилось. Это то, что мы уже имеем. Или это где-то через личную жизнь. Или то, что нам жалко бросить. Буквально может быть и так. Может быть, кто-то с нами не соглашается. Или пытается нас остановить. И вот если вы, ну вот от чего-то своего отступаете, то я не могу сказать, что вам это будет помогать. Скорее всего, это вам может помешать. Тут может быть, знаете, вот как по двойке мечей, может быть очень такой сложный выбор, потому что где-то будет проходить, ну, как грань вот эта, когда придется увязать некоторые обязанности, может быть, взаимодействие с родственниками, с близкими, или видение, точнее, ваших близких, тех, кто к вам хорошо относится, и того, что вы хотите осуществить. Вот, наверное, не все проекты, возможно, одобряют, или не все ваши проекты понимают, может быть, даже близкие. Вот такой есть момент. Или когда вы сами что-то можете поставить на паузу, или ждать подходящего момента, и это было бы тоже ошибка. Поэтому вот выбор придется делать. Но как будто аркан сила говорит о том, что тебе нужно не упустить какого-то шанса и в то же время, ну, быть дипломатом, чтобы, возможно, вам придется объяснять свою точку зрения, мои дорогие водолеи. Причем делать это достаточно терпеливо, но ни в коем случае не отказаться от какого-то плана. Вот я, по крайней мере, вижу именно так. Хорошо, подсказки высших сил. Ну вот, наверное, все то, что я говорила, карта подтверждает, потому что карта праздника после победы, 4 жезлов, очень люблю эту карту. Тут не просто взаимодействие, а когда мы праздник уже разделяем с друзьями, или когда у нас создается, или мы создали уже какую-то, ну как 4 жезла, 4 столпа. Это уверенное положение, или мы с чем-то уже определились, и можем уже себе позволить этот праздник. Вот ваша сила, с одной стороны, в добром расположении духа, в дипломатии, безусловно, в лояльности и в каких-то, может быть, переговорах или в каких-либо диалогах. Да, это будет важно. И по аркану сила мы вот только тоже с вами об этом сказали. Поэтому какой-то ваш план или тема должна быть однозначно продолжена,
но вам придется договариваться или быть правильно понятым или понятой, и для этого, ну, может быть, больше контактов, больше каких-то диалогов, разговоров, переговоров, договоренностей у вас в целом будет в мае. Но добрые энергии мая для вас, правда, открывают совершенно новые возможности. Не одной картой о прошлом. Давайте откроем на второй колоде. Это у нас профессиональная деятельность. Да, тут мы действительно чему-то учим, создаем, может быть, даже жизненный экзамен. Но вам придется лавировать это на профессиональное достижение. Между тем, что как не должно быть, знаете, какой-то конфронтации. И с другой стороны, не должно быть какого-то пролапса по деньгам. Держите во внимание, что как вот возможность заработать деньги или возможность правильно распределить, может быть, деньги, или какая-то, может быть, и сложилась минусовая ситуация по той или по тем причинам, которые были в апреле. И вот теперь вам нужно установить этот самый баланс. Пятерка пентаклей всегда недостаток. Недостаток взаимопонимания, это все то, что я говорила. И недостаток у кого-то по деньгам, и для кого-то деньги именно вынуждают рассматривать для себя новые варианты сотрудничества, новые варианты творчества, или подключение какого-то ремесла, или обучение. Кто-то языки учит, кто-то программирование языки учит, или приобретает еще какие-то скиллы, навыки, потому что вам это дает возможность заработать деньги. Здесь денежная ситуация, ну, так слегка вас может пришпоривать и говорит: держи баланс. Выход какой-то вам придется, я так вижу, все-таки искать, или какой-то компромисс. Что это может быть? Есть, может быть, карта, когда вы вкладывались в ваши личные отношения. По шестерке кубков это всегда карта ностальгии, безусловно, и добрых эмоций. Но мы говорим об эмоциях, а у нас пентаклевая карта говорит конкретно: денег нет и договориться сложно. Ну, будем говорить вот так. Или денег недостаточно. Но это только на профессиональную деятельность. Мы еще деньги с вами, водолеи, не смотрели. Ну, значит, вам что-то не нравится в деньгах. Вот это точно. Где-то вы можете получить определенные дотации от того человека, или вам может кто-то прийти на помощь из близких, кстати, но тогда все равно не рассчитывать, что эта помощь будет безмерна. Поддержать вас кто-то может, это факт. Это вот я вижу. И праздник после победы какой-то будет. Но, значит, правильно распределить эту самую помощь. Или самому-то все же тоже не плашать. И для себя не создавать подобной ситуации вторично. Чтобы не было, опять же, какого-то минуса, может быть, и связанного с финансами. Но если вам нужно договариваться, даже со сложными людьми, потому что по шестерке кубков это все-таки карта через как победа в взаимоотношениях. Или мы можем помириться, или это встреча с каким-то конкретным человеком из прошлого, может быть и так. И выпадает вам на профессиональную деятельность. Может быть, вы как раз будете обсуждать вопросы вашей профессиональной занятости с кем-то из людей из прошлого, кого вы знали. Такое тоже может быть. И тогда для вас мы тоже говорили из прошлого, что вам возвращается, а возвращается будущее. Поэтому вам могут предложить либо какой-то новый проект, либо просто какая-то тема, либо какая-то здравая как фраза, смысл, предложение может прозвучать в ваших переговорах, диалогах, и вы это возьмете себе на заметку. Но все же я вижу, что тут какая-то помощь со стороны есть, причем очень быстрая. Посмотрите, тут вам может быть что-то такое предложено, и это будет означать, может быть, это и вы, как ваше решение. Но это может быть еще и новость, как какая-то информация, возможность. Но вам вполне вероятно будет или придется даже где-то брать быка за рога и быстро действовать, мои дорогие, чтобы исправить какую-то ситуацию именно по работе или по вашим долгосрочным планам на перспективу и не упустить какого-то важного момента. Но действительно, тут как бы даже криво что-то не начиналось, в конечном итоге заканчивается очень даже интересно и неплохо, с перспективами. Но и время не упустить. Тут ведь ваши действия и ваши решения. Финансы.
Есть деньги, деньги есть, деньги будут. Но, видимо, все то, что мы с вами говорили о профессиональном доходе, может быть, деньги-то и есть в мае, но вам нужно определиться, а что будет с деньгами потом, или через какие ресурсы, каким образом они будут к вам поступать, или как будто несколько источников дохода, да, такое может быть вполне, потому что у нас Уран сейчас в знаке зодиака Телец, но уже не в ретро, а в прямом движении. А Телец – это у нас все вопросы благополучия, любви и денег. Вот у вас где-то любовь и деньги, и инновации, потому что ваша планета-управитель Уран именно за счет прямого движения в Тельце. И это может быть как вопросы личной жизни, перекликаться и еще каким-то образом. И с вашей даже занятостью и деньгами. И я могу допустить, что и помощь где-то может быть от ваших близких, могу допустить. Но и для вас все-таки, если мы на деньги говорим, и девятка кубков – это карта самодостаточного человека. Правильно что-то распределить, построить бизнес. Вот конкретно по этой карте построить бизнес. Может быть, даже какие-то первые шаги. И может быть, бизнес звучит так, это громко достаточно, емко, а у кого-то это начнется с личного дела, с какого-то ремесла или творчества. Вы можете в этом делать уже первые шаги. И эти первые шаги в мае для вас будут иметь как какое-то судьбоносное значение. Давайте посмотрим на личную жизнь для тех, кто в паре. И для тех, кто в паре, правда, еще один паж жезлов. Что-то вы тут задумали, может быть, вдвоем, и будете так это строить, тезис, план, каким образом действовать. Может быть, это и известие от детей, а может быть, и обновление ваших отношений, новые грани чувственности. Или даже когда отношения были несколько подувядшие, здесь они могут наполниться словно новой энергией, новым смыслом, новой страстью, вдохновением. Ну и вот этим самым жизненным огнем, когда хочется быть именно со своим партнером, как чувства вспыхивают с новой силой. Такое я тоже могу допустить. Давайте посмотрим для тех, кто один или одна. Еще один паж. Но тут этот паж нам говорит скорее о выборе правильного направления или о том, что мы что-то можем передумать. Вы, мои дорогие водолеи. Вы можете передумать и завершить одиночество. Но, к примеру, вы можете точно так же куда-то засобираться и по этой карте перекроить или задуматься об этом. Я теперь перестрою всю свою жизнь, и даже если вы теперь один или одна, а, к примеру, у вас есть какие-то контакты, вы можете от этих контактов отказаться. То есть не переводить отношения куда-то в более такое серьезное русло, а можете задуматься о том, что, а нет, а надо ли мне этим заниматься? Хотя это неоднозначно. Но я вам могу точно сказать, тут не совсем, если мы спросили про новое знакомство, то нет, не могу я об этом сказать. Вы куда-то далеко смотрите в будущее, да, вот опять же, все то, что я сказала. Либо вы занимаетесь именно своими честолюбивыми планами, либо это ваши планы на переезд, и вы будете просто увлеченно чем-то настолько заниматься, что вам, ну, где-то сфера личной жизни может даже выпасть из остроты вашего внимания. Или если вы, к примеру, были с вашим человеком на расстоянии, например, да, были какие-то контакты, дружба, то тогда шестерка мечей будет говорить о планируемой поездке или встрече. Хорошо, и к чему все идет? Но не торопитесь вы все равно, мои дорогие. В любом случае, карта про то же самое говорит. Четверка мечей. Нужно предварительно разобраться в себе самом. Потому что это когда мы приводим мысли в порядок. И в зависимости от того, чему вы дадите приоритет, будут и ваши действия. Тут у каждого по-своему. Для тех, кто в сложных отношениях, ух ты, карта колесница. Не оглядывайся назад, тебе отсюда только вперед. И встречай все новое, что приходит на твой порог. Я не могу сказать, хотя могу допустить, поскольку у вас карта силы, договориться, если вы сочтете нужным, вы договоритесь. Может быть, важные разговоры или на чистоту, вот какая-то тема, которую вы прежде, может быть, утрамбовывали поглубже. Здесь вы, наоборот, решите, нет, дай-ка вынесу на поверхность и задам некоторые вопросы, по крайней мере, теперь мне будет ясно. И, видимо, после вот этой ясности вы будете выбирать
тоже где-то направления, я могу сказать, перекликаются все карты, но по аркану колесницы мы идем вперед, и поэтому вы можете примириться, но тогда, мои дорогие водолеи, не вспоминайте то, что было прежде. Ну, как бы не должно быть упреков, прямо скажем. Но кто-то ведь из вас в сложных отношениях может и выбрать совершенно иной какой-то путь. И по аркану колесница, тогда я могу предположить, что вас ждет новое знакомство. Когда это произойдет, неизвестно. Но то, что где-то в мае вы можете прийти к выводу, что я устал от вот какой-то двойственной, запутанной ситуации. Или я устала от того, что, может быть, приходится постоянно жить в какой-то неопределенности. Все зависит от ваших ощущений. Это старший аркан. Но это аркан перемен, причем быстрых, стремительных. Кто знает, может быть, у кого-то даже сложные есть отношения, а у вас тут что-то меняется по работе, по занятости. Или это ваше как желание увидеть мир, путешествовать. И вы оттолкнетесь не от отношений сложных, а вы оттолкнетесь от того, что я уезжаю. И вы можете готовить какую-то поездку или переезд. Или, к примеру, в мае месяце будете планировать какую-то, пусть, знаете, ну, как в разведку совершить, может быть, небольшую поездку, чтобы увидеть все своими глазами. Но перемещений, информации в мае будет много. Но вам понравится этот драйв, мои дорогие водолеи. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.